Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Канал по-прежнему находится в прекрасном городе Измаил, а это юг Украины и юг Одесской области. Здесь мы с Александром живем, трудимся, проводим испытания, анализируем все, что касается агроастрологии и не только. У нас еще сравнительно тепло. Холодные циклоны в сентябре уже дважды солидно охладили воздух и частично землю. Поэтому многие огородники начинают уже сбор урожая моркови, свеклы. В некоторых северных регионах, об этом свидетельствует ваше сообщение, продолжается борьба за картофель. Уже даже минус было, а картофель не выкопан, был зеленый все долго. Это там, где садили его поздно. И продолжается уборка. У меня есть сообщение о том, что уже приступают к уборке поздних сортов в садах. И у нас, кстати, на сентябрь есть агрогороскопы об уборке и закладке на хранение овощей, плодов. А вот сейчас уже просите, и мы выполняем вашу просьбу. Пришло время для агрогороскопа на октябрь, месяц 2021 года. Ведь именно в первой половине октября у нас уже даже на юге, а уже в октябре более в холодных регионах начинается сбор поздних сортов яблок, груш, моркови для хранения, свеклы, лука, капусты, дайкона, редьки и других овощей. У каждого свои какие-то особые есть овощи, предпочтения, и вот этим сейчас занимаются огородники, дачники. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию агрогороскоп сбора. Можно в эти дни и собирать урожай, а также и закладывать на хранение абсолютно любых овощей, плодов, ягод в октябре 2021 года. А теперь сам агрогороскоп. Это план работ на октябрь месяц мы составляем для себя самих, а также делимся с вами. Итак, агрогороскоп в первую очередь сбора, ну и закладки на хранение овощей, плодов, ягод в октябре 2021 года. Время московское. Первый такой хороший период начинается прямо 1 октября с 7 часов утра и до конца суток. Это время убывающей луны в знаке Лев. Также можно будет собирать и закладывать на хранение 2 октября, причем все 24 часа. Солидное время, и очень хорошо можно будет поработать в этом плане. Следующий период будет перерыв такой, и уже только после новолуния можно будет в весах при растущей луне вот этот хороший благоприятный период для того, чтобы выкопать или собрать очень аккуратно даже те же яблочки и сложить на хранение. Итак, 6 октября в весах все 24 часа в любое время суток выполняете эту работу важную. 7 октября здесь уже сокращенный период с 0 часов и только до 11 часов дня. До обеда постарайтесь до 11 часов дня эту работу сделать. Следующий очень хороший период, снова после перерыва, Стрелец, растущая луна. Вот здесь я прошу обратить ваше внимание на то, что Стрелец не любит, когда делает какие-то вмятины, удары плодов или овощей друг от дружку, или какие-то порезы. Поэтому постарайтесь в этот период, конечно, во все дни это хорошо делать, но особенно это опасно в Стрельце. Стрелец, растущая луна, прекрасно все хранится, но нужно это делать очень аккуратно. Итак, 10 октября все 24 часа можно собирать и закладывать на хранение. 11 октября с 0 часов и до 20 часов вечера. Очень хороший период у нас следующий. Сразу же после Стрельца идет время Козерога, растущая луна. 12 октября все 24 часа.
13 октября с 0 до 23 часов. Затем следующий хороший период наступает в знаке Водолей. Это у нас 14 октября все 24 часа и 15 октября все 24 часа. Продолжаем. Следующий хороший период Овен, растущая луна. 18 октября с 15 часов дня только начинается этот хороший период до конца суток. 19 октября все 24 часа, 20 октября также все 24 часа. Потому что у нас следующий прекрасный знак Телец. Убывающая луна. 21 октября все 24 часа, 22 октября все 24 часа. Ну и далее у нас месяц на этом не завершится. Еще два очень хороших периода для того, чтобы и собрать, и заложить урожай наших прекрасных овощей и плодов. Это время близнецов в убывающей луне. 23 октября все 24 часа, 24 октября все 24 часа и 25 октября с 0 до 18 только часов, не позже. И завершит месяц Лев снова же начинался у нас, Лев с хорошего периода для закладки и для сбора и закладки на хранение. И завершается месяц вот этим периодом хорошим. 28 октября с 14 часов этот период начинается до конца суток. 29 октября все 24 часа. 30 октября с 0 часов до 16 часов. Ну, а теперь я вам покажу весь, вот насколько у меня получится, вот весь у нас агрогороскоп. И сразу хочу еще ответить на один вопрос. Меня часто спрашивают именно новички. Они говорят, ну где же у нас мы, дева, родившиеся в деве, мы не видим вот здесь периода девы, когда закладывать на хранение. Хочу еще раз вас попросить и понимать. Мы рассматриваем лунный месяц, и в лунном месяце лучшие периоды для всех знаков зодиака, то есть для всех рожденных в любом знаке зодиака. Будь вы рожденные во Льве или Весах, или в Водолее, не имеет значения в каком знаке, или Рак, вот мы исключаем знаки Рак, Дева, Скорпион, Рыбы. Вы родились в этот знак, но это не значит, что вы только в этом знаке должны закладывать на хранение или собирать урожай. Это для всех подходит. Так что, новички, пожалуйста, я ответила и на ваш вопрос. Вот это у нас агрогороскоп для любого дачника-огородника, для сбора и закладки на хранение овощей, плодов и ягод в октябре 2021 года. Желаем вам всем благодатной погоды для сбора урожая, а также для закладки его на хранение. И это касается урожая абсолютно любых овощей, любых плодов и ягод в садах, в лесу, на огороде, на грядках. Желаем вашим телам здравия, душевного покоя, мира и тепла в ваших домах. Раиса и Александр подготовили это видео для вас. Прощаемся с вами совсем ненадолго. До следующего видео. Всего-всего вам самого доброго. Пока-пока.